Приветствую всех, друзья! В этом видео мы с вами продолжим заниматься веб-паком. Поговорим про использование веб-пака в верстке. Далее поговорим про шаблонизаторы, про то, зачем они нужны, какие функции они выполняют. На самом деле у шаблонизаторов есть лишь одна функция, и она заключается в том, чтобы сократить время написания кода, а также сократить время рефакторинга. И одно из тоже немаловажных — это удобство, потому что шаблонизаторы, они очень сильно упрощают жизнь. То есть план на это видео такой, что вначале мы посмотрим на текущую сборку, то есть на все то, что мы писали на протяжении всех видео. Далее поговорим про шаблонизаторы, зачем они нужны вообще, какие они функции выполняют, и после чего мы подключим этот шаблонизатор. Но вначале обзор на текущую сборку, потому что, скорее всего, придет очень много новичков, и поэтому будет неплохо просто показать, как использовать текущую сборку без шаблонизатора. То есть все, что нужно будет сделать, это нажать Download Zip, либо же через терминал склонировать текущую сборку, после чего открыть ее в VS Code. Далее здесь воспользоваться стандартным терминалом и запустить команду npm i и команду npm run dev. Текущая или, то есть которую мы дописываем, позволяет делать следующее. То есть можно запускать команды последовательно. То есть сначала запустить команду npm i, а далее запустить команду npm run dev. То есть просто для того, чтобы не писать одну и вторую команду. Команда npm i, она проинициализирует package.json, то есть она посмотрит в dependencies, а также в dev dependencies, и все эти зависимости установит в node modules. А команда npm run dev обратится к текущему ярлыку, к ярлыку dev. Этот ярлык, в свою очередь, поднимет Webpack Dev Server, далее автоматически откроет эту вкладку, потому что у нас стоит флаг Open, а далее запустит файл конфигураций для Development разработки. Это будет ярлык Dev. К ярлыку Build мы вернемся чуть позже. И вот у нас открылся localhost 8081, то есть это как раз таки dev-сервер Webpack, в котором будет происходить live reload. То есть будет автоматически отображаться все изменения, которые мы будем вносить. Отображаться будут абсолютно все изменения, то есть если мы будем писать что-то в HTML, в JavaScript, либо же в CSS или в SCSS, все изменения будут отображаться здесь. Пока что можно закрыть лишнее. И давайте пройдемся по структуре. Папка Build отвечает за файлы конфигурации, то есть за базовый, за Build и Dev. Node Modules — это все, что нам подтянул Node.js в связке с NPM. Также есть папка src, это как раз таки корень текущего проекта. И здесь есть абсолютно все. То есть статик — это те файлы, которые будут копироваться в build. То есть это различные фафиконки, robots.txt, карты сайта и так далее. JavaScript — это все то, где будет храниться JavaScript. На самом деле здесь я уже сделал некие отсылки на readme.md, и здесь можно прочитать более подробно про то, как, например, подключать какие-либо JavaScript файлы, то есть на примере, например, React, либо же на примере Bootstrap, то есть либо первым способом, либо вторым. Также как подключать SCSS библиотеки, то есть есть библиотеки, которые, например, идут сразу же с JavaScript из CSS, а есть библиотеки, например, как спиннеры, они идут только как CSS или как Sass. Так вот, эти библиотеки можно подключать через libs, мы к этому еще вернемся, а JavaScript библиотеки достаточно подключать обычным импортом файл index.js. Ну и раз мы уже заговорили про SCSS, то вот она папка assets. В ней хранится CSS и в ней хранится SCSS. CSS исключительно для примера, если вы используете CSS. Все файлы должны быть импортированы в файл index.js, который находится в корне. То есть если мы посмотрим структуру src, то здесь есть файл index.js. И вот сюда как раз таки должно импортироваться все. То есть в данном случае импортируется главный файл JavaScript, в который, по идее, должны складироваться все сторонние файлы, и импортируется главный файл main SCSS, в который точно так же должны помещаться все остальные SCSS файлы. То есть в данном случае какие-либо модули, например, футеры, хедеры и так далее. Также utils, в котором можно подключить шрифты. Опять же, вся информация по шрифтам по ссылке, либо из предыдущего видео. Точно так же файл libs, миксины. По миксинам, если вам интересно, то вы можете просто посмотреть видео с SCSS, подключением SCSS. Там в конце мы как раз таки говорим про миксины и про то, как благодаря миксинам можно сократить время адаптации различных сайтов, либо же приложений.
Также здесь есть картинки. Для подключения картинок на самом деле достаточно просто прописать тег img и дальше ссылаться на папку assets, далее на img и на файл logo. После чего сохраняем файл, и у нас автоматически происходят изменения. И вот он, логотип Vue. Теперь про Vue.js. В сборке точно так же можно использовать Vue.js. То есть, если вы его не используете, то вы можете просто удалить эти строчки кода. В случае, если вы хотите попробовать использовать Vue.js, то самое время начать это делать. Это очень удобно, и Vue.js в этом плане очень универсален. То есть различные блоки можно реализовывать при помощи Vue.js. Например, формы или же какие-нибудь модальные окна и так далее. Их можно реализовывать через Vue.js, и делается это достаточно просто. Изначально регистрируется компонент Vue.js из components example.vue. Ну, в данном случае это example для примера. То есть здесь есть как раз таки папка components. Далее в example.vue можно писать любой код. Можно точно так же ссылаться на картинки, либо подключать любые другие сторонние компоненты. Здесь поддерживаются полные темплейты. То есть можно писать любой HTML код, любой JavaScript код и любой код в SCSS. На этом, в принципе, все. Единственное, что осталось показать, это то, как создавать новые страницы. Для создания новых страниц, для этого достаточно просто создать страницу About, где можно будет написать About Page. Единственное, она сейчас не заработает. То есть, если мы сейчас ее попробуем открыть, то у нас появится cannot get. Для того, чтобы это исправить, достаточно будет просто перезапустить сборку, прописать npm run dev. И после того, как сборка будет перезапущена, файлы будут доступны. Если у вас будет много HTML файлов, то вы можете создать отдельную директорию. Например, такую как HTML. И в эту директорию поместить все HTML файлы. Далее достаточно будет перейти в Base Webpack Config. И здесь есть как раз таки то, как изменять стандартную директорию. Это все точно так же есть в readme.md. То есть если опуститься чуть-чуть ниже, то здесь есть пример как с директорией Pages. То есть в данном случае достаточно будет закомментировать текущую строчку кода или полностью ее удалить и ссылаться на HTML. В таком случае весь HTML будет браться из директории HTML и попадать в папку dist. То есть если мы сейчас попробуем собрать наш проект, то есть напишем npm run build, то он в свою очередь просто соберет этот проект. И в папке dist будут храниться все файлы. То есть все статические файлы, robots, sitemap, favicon и все HTML файлы. А также весь CSS код, минифицированный, и весь JavaScript код, который точно так же минифицирован, который уже подключен Babel, и весь JavaScript код и CSS код будут работать во всех браузерах. Теперь давайте плавно переходить к проблемам, которые есть, точнее к их решению. Я сейчас расскажу о проблеме, с которой вы либо сталкивались, либо так или иначе столкнетесь в дальнейшем. Например, у нас есть страница index.html, и в этой странице есть, например, какой-либо header, у которого есть какой-то логотип и какие-то ссылки. Далее у нас есть точно такая же страница, например, about. И сейчас от заказчика, например, или вы сами просто работаете над своим проектом, приходит определенная задача. Задача состоит в том, чтобы изменить адрес текущей ссылки. И если мы идем тем подходом, который есть сейчас здесь, когда у нас есть, например, страница about.html, index.html и так далее, то тогда придется изменять эту ссылку в странице index, далее идти в страницу about, изменять эту ссылку здесь и так далее, то есть в зависимости от того, сколько идет HTML страниц. И это лишь пример с ссылкой, на самом деле таких примеров очень и очень много, и это только самый базовый пример. В данном случае есть один выход. Когда мы текущий header, вместо того, чтобы писать его в HTML, повторяя из раза в раз, мы делаем его неким модулем. Модулем, который мы можем переиспользовать в различные страницы. И таким образом, если мы захотим, например, поменять какую-нибудь ссылку, то мы поменяем ее один раз, и далее она изменится на всех страницах. То есть это некий аналог JavaScript, точнее это не аналог, весь шаблонизатор Pack написан на JavaScript, и мы так или иначе, когда будем его использовать, мы будем писать на JavaScript, поскольку синтаксис Pack очень похож с JavaScript.
То есть мы будем импортировать этот хедер на все остальные страницы. Более того, хедер это лишь верхушка пага. Он также позволяет создавать некие темплейты, с которыми мы в этом видео разберемся. То есть, например, темплейт под главную страницу и темплейт под личный кабинет. Да, опять же, просто в пример, то что личный кабинет очень сильно отличается от стандартных страниц, которые видят пользователи. Там могут быть разные хедеры, разные футеры и, в принципе, разное содержимое. И опять же, это лишь базис пага. На самом деле, паг позволяет делать очень многое. На нем можно даже собирать статические блоги. И давайте начинать. Первое, что нам нужно будет сделать, это установить паг. Для этого в консоли пропишем npm install pag, а также pag loader. Это единственное, что нам нужно будет установить и закинуть это в savedev. Далее мы можем, в принципе, удалить полностью весь HTML, поскольку HTML мы пользоваться уже не будем. Вместо этого мы будем автоматически переводить файлы расширения .pag в HTML. У нас установился pag. Теперь, в принципе, консоль можно пока закрыть. И давайте теперь создадим некую структуру. В src мы будем хранить папку pag. Также будем хранить папку pages, в которой будут храниться все страницы. Также папку includes, из которой мы будем импортировать различные хедеры, футеры и так далее. Также папку utils, поскольку там будут различные миксины и прочее, что будет облегчать разработку. И также самое важное это layout, поскольку в лайаутах мы будем хранить определенные лайауты под определенные страницы. И в принципе первое, с чего мы можем начать, это создать страницу index.pag. И давайте познакомимся с синтаксисом пага. В описании под видео я оставлю ссылку на сайт, то есть HTML2Jade, пройдя по которому вы сможете ознакомиться с синтаксисом пага. На самом деле он достаточно прост, и все, что есть, это отказ от C-подобного синтаксиса, то есть от закрывающихся кавычек, тегов и так далее. К этому можно очень быстро привыкнуть. Более того, если вы привыкнете к такому синтаксису, то обратно к синтаксису HTML вы уже навряд ли вернетесь. Поэтому я просто возьму, скопирую отсюда, в принципе, все, за исключением лишнего. То есть обычный doctype, HTML, head с тайтлом и также body. После чего можно просто вставить это в index.pag. Опять же, весь исходный код из этого видео будет в отдельной статье, я ее прикреплю под это видео, и вы сможете все скопировать оттуда. Единственное, что в паге является стандартным, это то, что мы можем использовать либо табы, либо пробелы, но никак не то и другое. Если вы используете VS Code, то скорее всего вы используете пробелы вне зависимости от того, используете ли вы табы, либо же пробелы. Так как VS Code все табы автоматически конвертирует в пробелы. Это легко задается настройками здесь. Более того, если у вас возникнут какие-то ошибки о том, что вы используете и то, и другое одновременно, а это запрещено, вы можете просто воспользоваться командой, например, convert to spaces, и преобразовать все в обычные пробелы. В целом у нас все готово. Единственное, что осталось сделать, это перейти в базовый файл конфигурации веб-пака и далее здесь изменить путь к файлам. Файлы у нас уже идут из папки pag и дальше из папки pages. Мы ссылаемся именно на pages, поскольку именно здесь будут создаваться новые страницы, а также новые папки. То есть директории, которые впоследствии будут идти на сервере. Также HTML мы должны будем заменить на pag. И точно так же мы должны будем опуститься в самый низ. Здесь идет автоматическое создание HTML файлов. И здесь есть одна единственная загвоздка, что в темплейте у нас должен идти .pag. Вот таким вот образом. А в HTML уже должен будет идти HTML. Но если посмотреть на этот код, то у нас везде идет pag, поскольку мы ссылаемся на pages, а pages в свою очередь берется из map pages, то есть из текущей константы, а именно pag. Поэтому для того, чтобы такого не было, я просто перемещусь в заметку. Опять же, этот исходный код я оставлю в описании под видео. И все, что нужно будет сделать, это заменить текущую строчку кода. То есть она в свою очередь просто будет искать все файлы с расширением pag и делать replace этих файлов на HTML. Таким образом у нас
На выходе будет HTML, а на входе пак. Вследствие мы сможем конвертировать файлы расширения пак в HTML, которые будут находиться в dist. Теперь все, что нам осталось сделать, так это, то есть самая последняя часть, и она же будет самой простой, это установить обработчик. Обработчик на пак. Для этого мы скопируем просто обработчик на JavaScript, заменим здесь JS на пак, единственное пак, и Babel Loader заменим на pack Loader. То есть pack Loader это тот самый лодер, который мы устанавливали в начале вместе с pack. То есть если мы посмотрим сейчас в package.json, то он будет храниться здесь. То есть вот он pack Loader. Также мы можем убрать exclude, поскольку в принципе мы никогда не будем импортировать pack из node-modules, поэтому эта строчка кода нам ничего не даст. Далее мы можем запустить команду npm run dev и дождаться, пока у нас соберется проект. И как мы видим, у нас появился title и точно так же появился заголовок h1. Можно точно так же задать каких-нибудь дополнительных классов, точнее задать section, а также задать класс контейнер и переместить туда заголовок h1. И сейчас все выглядит намного лучше. Точно так же мы можем задавать параграфы и так далее. Единственное, здесь подключен reset, поэтому, конечно же, стили от заголовка h1 и от параграфа они не отличаются. Но если посмотреть на общий HTML, то можно заметить, что идет заголовок h1 и параграф. Далее мы можем дописать дополнительные заголовки, то есть, например, meta, charset, utf8. И далее переместить все это в отдельный layout, поскольку это будет более правильно. Поэтому давайте создадим layout, который назовем как main.pack. И весь этот код скопируем в главный layout. Далее title мы укажем переменную. Переменную мы можем указывать несколькими способами. И сейчас я покажу два способа, как можно указывать переменные. В первом случае мы указываем переменную через решетку. Во втором случае, когда мы работаем, например, с какими-то метатегами, то через решетку указывать уже неудобно. То есть, если у нас, например, будет идти метатег description каким-либо контентом, то в таком случае мы можем ссылаться на текущую переменную как просто description. Таким образом у нас появились две переменные. Далее у нас будет всегда тег body. Тегу body общепринято задавать класс. Класс, который будет точно так же равняться какой-либо переменной, например, как page класс. После чего мы можем выделить некую структуру. И согласно BEM она будет следующая. То есть у нас будет идти wrapper, далее будет идти wrapper, но перед этим у нас должен идти ID-шник app, поскольку мы хотим использовать Vue.js. Далее все, что нам осталось сделать, это задать некий блок. То есть блок под контент. То есть именно здесь будет весь контент. То есть если вы работали с Vue.js, то это, например, можно приравнять к Router View, либо же с React. То есть область видимости, где будет происходить какая-либо переотрисовка. Ну, формально переотрисовка будет везде, но именно страницы будут рисоваться в этом контенте. Теперь можно сохранить главный layout, перейти в index.pack. Далее мы можем удалить отсюда все и сделать extends, то есть сделать наследование, а наследоваться у нас текущий файл будет от layout /main. Далее для того, чтобы задать текущие константы, такие как title, description и page class, нам нужно будет прописать дополнительно здесь log как variables. Далее же в главном файле от JavaScript мы можем указать блок variables, где указать title. Единственное, нужно указать, что это переменная, то есть синтаксис здесь такой, что сначала идет черта, далее идет var и указание той переменной, которую мы хотим использовать. И поскольку у нас идет наследование от main и мы передаем сюда блок, то каждая переменная, которую мы объявляем здесь, будет видна и здесь, и во всех остальных частях, которые мы будем импортировать. Title можно написать как pack плюс pack. Точно так же у нас есть еще три переменные. Такая переменная как description. Поэтому здесь мы можем просто указать description for pack плюс pack. И у нас есть еще одна переменная как page class. Page class можно задать как index. Точнее дефис page.
Далее все, что нам нужно сделать, это текущую секцию приравнять к блоку. То есть если мы здесь указывали content wrapper блок content, то здесь мы должны указать блок content. И далее, соответственно, все, что будет храниться здесь, то есть все секции и так далее, будут идти в контенте. Если мы сейчас обновим, то заметим то, что у нас есть какие-то блоки. При этом все это у нас находится в рэпере, в ID app и в content в рэпере. Более того, у body у нас есть класс indexPage и у нас есть head. Head, в котором есть title и есть description, который мы указывали. Более того, сейчас мы имеем доступ к view компонентам, и если мы перейдем в файл index.js, то здесь мы регистрировали файл example component, про который говорили в самом начале. Соответственно, здесь мы можем просто его вызвать без каких-либо закрывающихся тегов и так далее. И если мы посмотрим, он появится здесь. Также в начале видео мы говорили о том, что у нас могут быть инклюды хедеров и так далее. Поэтому давайте создадим здесь дополнительную папку modules. Я советую всегда придерживаться папкам, потому что в паге это действительно очень важно, и паг, точнее его функционал, можно раскрыть как раз таки только используя такие подходы. Хедер и футер будут достаточно простыми, и хедер будет точно такой же. Далее в main.pack, в layout, там где мы импортировали head, мы можем сделать include. Инклюдить мы будем из includes slash modules slash header. И то же самое мы будем делать с футером. Точно так же, как здесь мы указывали блок content, иногда бывает такая ситуация, что в паге нам нужно что-то прописать в head. Да, помимо того, что у нас было здесь, нам нужно указать что-то свое. Поэтому мы можем указать здесь дополнительно блок как head. Нам не обязательно его использовать, но он просто имеет место быть. Точно так же, как и скрипт. Да, потому что в теории текущий скрипт мы можем добавлять какой-либо кастомный скрипт, например, вот такой вот. И мы можем вставить его точно так же в index.pack, только опуститься чуть ниже и создать блок скрипт, в котором будет как раз таки храниться текущий скрипт. Единственное, пак очень жестко заточен под табы, поэтому они должны присутствовать даже в теге скрипт. И если мы посмотрим сейчас, так, единственное, здесь я случайно написал footer. Если мы посмотрим сейчас, то в хедере у нас есть header, дальше у нас есть контент, который мы пишем, да, на главной странице. При этом это точно так же могут быть инклюды. Далее есть example Vue.js компонент, который есть здесь. Если мы опустимся еще ниже, то у нас есть footer. И точно так же есть wrapper. И в самом низу у нас идет TextScript. То есть у нас есть body, wrapper, ID app и TextScript. И далее все скрипты, которые мы подключаем. То есть как раз таки за счет вот всех этих блоков с скриптами, с CSS и так далее, мы можем легко этим манипулировать. У нас еще осталось utils, поэтому давайте немножко поговорим про него. Для того, чтобы использовать utils, здесь мы можем создать, то есть здесь в теории может быть огромное количество миксинов, но мы пока что создадим один файл mixins.pack. Далее нам нужно будет его импортировать. Импортируется обычно все всегда в лайауты, потому что их не так много, и здесь это делать удобнее всего. Для того, чтобы не затягивать, я просто продублирую includes. И здесь можно ссылаться на utils, а дальше ссылаться на mixins. После чего в миксинах мы можем указать самый простой и базовый миксин. У нас постоянно повторяется одна и та же секция с одним и тем же контейнером. Давайте вместо этого здесь сделаем, например, такой класс как item, а дальше вставим h1 заголовок и так далее. Таким образом, у нас постоянно повторяются айтемы. И для того, чтобы предотвратить это, мы можем воспользоваться миксином. Для этого достаточно будет прописать mixin item, в
которой мы передадим несколько значений, например, как title и description. После чего мы можем создать H1 заголовок, но более правильно будет создать H2. Можем добавить также сюда класс, например, как item title. И также самому миксину задать главный класс item. Далее создать точно так же параграф, например, с description. Title у нас будет равен title, а description будет равен description. Также, что еще очень важно, то что между наименованием миксина и тех параметров, которые мы передаем в этот миксин, не должно быть пробела. Далее мы можем этот миксин легко вызвать. Для этого достаточно будет просто скопировать его название и дальше в индекс pack, там где мы вызывали этот item, просто написать плюс item. А далее передать сюда какой-либо item title и какой-либо description. Точно так же мы можем их продублировать. Давайте удалим все лишние айтемы и посмотрим, что у нас получится. И как мы видим, у нас несколько айтемов. Это очень удобно на самом деле тогда, когда мы пишем какой-либо хедер или какой-либо футер. То есть здесь так или иначе будут какие-либо ссылки. То есть здесь будет, например, UL, li, a и так далее. И так далее. То есть как раз таки вот все эти элементы, их удобнее всего выносить через миксины. Это могут быть ссылки в хедере и ссылки в футере, а также какие-либо такие элементы в виде различных карточек, переходов в различные товары и так далее. Это обычно всегда выносится через миксин. Также здесь есть vFor'ы и так далее. Здесь очень удобно работать с JSON файлами. И это лишь самая верхушка пага, с которой мы познакомились. В принципе, со всем остальным можно познакомиться легко в документации. Она очень расширена. И опять же, я оставлю ссылку на нее в описании. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить ему лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что с этим колокольчиком вы будете получать уведомления о всех новых видео на канале. Также вы можете написать в комментариях, что вы думаете по этому видео, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. И также вы можете поддержать канал на Патроне. Поддержка начинается от $3. Это буквально чашка кофе, за что я вам буду как раз таки благодарен, и благодаря как раз таки вам будет выходить новые видео на канале. С меня также эксклюзивные плюшки, а также уникальная информация, ну и в принципе обо всех преимуществах вы можете почитать здесь, на страничке Патрона. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.